Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Дом и сад». Меня зовут Александра. В этом видео я решила рассказать вам, какие овощи и зелень буду сеять и выращивать в феврале. И на первый урожай, и на рассаду, и для выращивания в неотапливаемой теплице, и в открытом грунте, чтобы иметь первые свежие витаминчики уже в апреле. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Под первым номером у меня петрушка и кинза. Или, как еще ее называют, кориандр. Это двухлетние растения, которые мы обычно используем для пищи в первый год выращивания. Семена петрушки и кинзы прорастают при температуре 3-5 градусов Цельсия. Всходы могут выдержать морозы до минус 7 градусов. Оптимальная температура для роста и петрушки, и кинзы примерно 18-20 градусов Цельсия. Семена петрушки прорастают довольно медленно, поэтому нужно хорошо увлажнять почву перед посевом, очищать ее от сорняков, а также использовать семена-маркеры, например, семена редиса или салата, которые быстро всходят и покажут вам, где находится петрушка. Кинза всходит более дружно, для нее не нужны маркеры, главное хороший полив и соответствующая температура. Под вторым номером укроп. Укроп, как вы знаете, это однолетнее травянистое растение из семейства зонтичных. Мне нравится эта пряность. Укроп имеет стойкий пряный запах, он практически везде уместен, если это весна. Этот однолетник любит много солнца и теплое лето, но для первой свежей зелени его вполне можно выращивать и в неотапливаемой теплице. Для посева укропа нужна рыхлая почва, в которой много питательных веществ. Первый урожай укропа можно собирать уже через 35-40 дней после появления всходов. Если вы хотите иметь свежую зелень укропа на столе каждый день, то лучше делать посев семян каждые 15-20 дней. Первые всходы появляются примерно через 12-20 дней после посева. А для улучшения прорастания семена укропа лучше увлажнить. Хорошо замочить перед посевом, подождать, пока семена начнут прорастать, а уже затем начинать посев. В моей зоне зимостойкости 5Б укроп можно начинать выращивать в неотапливаемой теплице уже в феврале. Это растение требует много света, поэтому если света недостаточно, то он растет медленно. Оптимальная температура для выращивания укропа 16-18 градусов. Первый урожай укропа весной можно получить через 30-35 дней после появления всходов. Кстати, семена укропа хранятся до 10 лет и не теряют свою всхожесть довольно долго. По третьим номерам лук на перо. Сладкие сорта лука на перо можно выращивать из семян рассадным способом. Я сею семена лука на рассаду в середине февраля, используя для посева ящики с торфом. После появления всхода, примерно через 30-40 дней, рассаду лука можно пересаживать в открытый грунт. Корни такого лука перед посадкой следует укоротить, оставить не более 2-2,5 см. Также обрезают и листья до верхушки самого молодого листа. Лук любит обильный полив в начале вегетации. Думаю, вы знаете, что лук – это холодостойкое растение. Семена лука прорастают при температуре 2-3 градуса Цельсия. Но прорастают они долго, 14-17 дней, поэтому перед посевом их нужно замочить в воде на 24 часа, после этого немного просушить и делать посев уже во влажную почву. Так вы сократите процесс проращивания семян на 5-7 дней. К тому же урожай лука при выращивании рассадным способом обычно в 2 раза выше, чем урожай при посеве семян непосредственно в открытый грунт. Молодые растения лука могут переносить заморозки до минус 6 градусов. Кроме семян, на перо можно также посадить и маленький репчатый лук, который вы, например, не использовали в пищу, предварительно обрезав кончик луковицы, откуда начинается рост пера. Так и луковичка проснется быстрее, и перо можно будет срезать несколько раз, не удаляя саму луковицу с теплицы. Под четвертым номером для моих посевов в феврале находится удивительный сельдерей. Это двухлетнее холодостойкое растение, которое имеет 3 вида – листовой сельдерей, черешковый и корневой.
По факту мы можем употреблять его в пищу в 3 разных видах: и листву на зелень, и черешки в качестве овоща, и, конечно, корнеплоды. Семена сельдерея прорастают при температуре 3-5 градусов, а молодые растения выдерживают понижение температуры до минус 5 градусов Цельсия. Оптимальная же температура для роста сельдерея находится в пределах 18-22 градуса. Хочу сказать, что сельдерей – это растение длинного дня, он требует хорошего освещения, иначе ростки будут вытягиваться. Также сельдерей любит влагу и нейтральную почву. В качестве ремарки хочу напомнить, что сок сельдерея очень эффективен при мочекаменной болезни и для удаления радионуклидов из тела человека. Под 5-м номером любимый весенний корнеплод – редис. Редис, как вы знаете, это представитель семейства крестоцветных. Овощ дает самый ранний урожай в открытой почве. Редис – это единственный представитель растений корнеплодов, который и формирует корнеплод, и цветет, и образует семена в один и тот же сезон. Но сочные плоды этого растения можно получить только на плодородной и влажной почве. А еще редис – это растение длинного дня. Плоды быстро растут, если продолжительность светового дня не более 12 часов. Семена лучше сеять в хорошо увлажненную почву как можно раньше. В теплице я сею семена в конце февраля, а в открытой почве в середине апреля. Семена редиса прорастают при температуре плюс 2-3 градуса Цельсия. Всходы могут выдержать заморозки до минус 2-3 градусов. Растение очень влаголюбиво. Всходы нужно поливать каждые 2-3 дня, и лучше это делать вечером. Чтобы иметь урожай несколько раз, можно сеять семена редиса каждые 10-15 дней. Оптимальная температура для роста редиса 16-18 градусов. Под 6-м номером шпинат. Это однолетний овощ, который не боится холода. В начальной фазе развития растение может выдерживать понижение температуры до минус 18 градусов Цельсия и прекрасно себя чувствует даже под снегом. Семена сохраняют свои свойства 4-5 лет и прорастают при температуре 2-3 градуса. Оптимальная же температура для роста шпината находится все в тех же пределах – плюс 15, плюс 17 градусов Цельсия, то есть в такой весенней хорошей погоде. Лучший товарный вид шпинат имеет, если продолжительность светового дня не превышает 15 часов. Весной шпинат лучше сеять 2-3 раза с перерывом в 7-10 дней. В этом случае вы будете иметь качественный урожай практически до начала лета. Товарный вид растения сохраняет 10-15 дней. После этого у шпината появляются твердые стебли, и он теряет свои вкусовые качества. Начинает выгонять стрелки, чтобы образовывать семена. Кстати, на канале есть прекрасное видео о том, как выращивать шпинат, как его использовать в пищу и другие важные нюансы по поводу выращивания и ухода за этим овощем. Перед посевом семена шпината лучше хорошо увлажнить, чтобы они проросли быстрее. А вот первый урожай можно собирать уже через 45-60 дней после появления всходов. Следующий мой любимчик для посева в феврале – это салат. Обычно я сею семена салата 3 видов – салат латук, салат эндиви и салат цикорный, но многим знаком лишь салат латук. Салат – это однолетник, который не боится холода. Температура прорастания семян тоже находится в диапазоне 3-5 градусов Цельсия, а первые всходы могут выдержать заморозки до минус 8 градусов. Это растение длинного дня, поэтому если вы будете выращивать салат в летний период, скорее всего, вы получите только твердые стебли и стрелки с цветоносами и затем с семенами. Однако, если день слишком короткий, менее 10 часов, то листья у салата очень вытягиваются, а вот цикорный салат плохо формирует головку из листьев. Хочу напомнить, что в северном полушарии Земли световой день начинает увеличиваться с 21 декабря. То есть 21 декабря – это самый короткий день в году. В конце января длительность дня уже достаточно для посева салата.
Оптимальный уровень кислотности почвы для выращивания салата находится в пределах 6-6,8. К тому же салат сохраняет товарный вид примерно же как и шпинат 10-15 суток, а затем начинается образование бутонов и цветение. В зоне зимостойкости 5Б, где я живу, салат можно выращивать, используя рассаду, а также сделать посев семян непосредственно в почву в конце марта, начале апреля. В теплице вы можете посеять салат непосредственно в почву уже в конце февраля. Возраст рассады для посадки в открытую почву составляет примерно 25-30 дней. Растение обычно имеет уже к этому времени 4-6 листиков. Салат можно высаживать в несколько этапов. Период между посадками 7-10 дней. Особенно полезен цикорный салат, потому что в этом растении есть инулин, пребиотик, аналог фруктозы, который стимулирует размножение полезных бактерий в кишечнике человека. Ну и, наконец, под 8 номером китайская или пекинская капуста. Это тоже, как вы знаете, однолетник, холодостойкое растение. Первый урожай такой капусты можно иметь уже через 35-40 дней после появления первых всходов. Оптимальная температура для роста такой капусты 16-18 градусов. При повышении температуры воздуха и увеличении длительности дня растение начинает образовывать стебли и выбрасывать цветонос. Для китайской капусты нужна прохладная и облачная погода. Лучше выращивать такую капусту рассадным методом. В фазе 1-2 настоящих листиков капусту следует пересадить в горшок большего объема или же в почву. Если вы посеете семена такой капусты в феврале, первый урожай можно иметь уже в конце марта. Китайскую капусту также можно выращивать 3-4 раза с интервалом в 10-15 дней. Ну что ж, теперь давайте подведем итоги. Первое растение, которое стоит начать выращивать уже в феврале, мы употребляем в пищу только как листья или корнеплоды. Их семена можно сеять с интервалом в 10-15 дней и получать урожай до наступления жарких дней. Затем эти же овощи снова сеять во второй половине лета и в самом начале осени. И снова иметь хороший урожай. Оптимальная температура воздуха для роста таких овощей плюс 15-18 градусов Цельсия. Ее легко достичь в условиях неотапливаемой теплицы с середины февраля и до конца марта. Если же метеопрогноз обещает небольшие заморозки или незначительное понижение температуры воздуха на несколько дней, здесь вам сослужит хорошую службу обыкновенный спанбонд – агроткань, но хорошей плотности. Он защитит молодые всходы от холода и поможет сохранить их здоровыми. Ну, на этом у меня все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забудьте поднять большой пальчик вверх внизу под видео и подписаться на мой канал. Скоро увидимся!